И да, подпишись на канал. И про лайк не забудь. Так, в общем, всем здорово. Сегодня у нас Ведьмачок 3. Сегодня у нас 17 июня 2024 года. Только сегодня скачал, вот буквально недавно. Решил зайти поиграть. Давайте посмотрим настройки. Давайте посмотрим настройки по графике. Так, у нас трассировка лучей включена, все включено, быстродействие, сглаживание нафиг нужно. Динамическое разрешение включено, чтобы не так сильно лагало. Повышение четкости, скорее всего, пускай будет на низком. Размытие при движении абсолютно бесполезно. Так, ну у нас глубина резкости, хроматическая аберрация, свечения всякие, виндетка нафиг не нужна. Такие всякие неинтересные штуки, которые не сильно нужны. Пускай будут. Fireworks нам не нужен. Сами видите, что настройки у нас на высоко. По экрану. Что у нас по экрану? Полный экран 1920. Включение NVIDIA Reflex включено. И кадров в секунду 144. И, конечно, можно поставить поменьше, но ладно, пускай будет. Так, по графике все вроде понятно. Что ж, погнали. Проверим, посмотрим, поиграем. Вдруг понравится. Так что приятного просмотра. Если что, это у нас Next Gen версия. Next Gen версия. Кто не понял, объясняю. В обычной версии нет трассировки лучей. Ну, как мы видим, FPS такой себе. На 2060 RTX на ноутбуке.
Если отключить RTX, будет 120. Но мы хотим именно с RTX. Нам интересно именно с RTX. Без RTX, конечно, игра не изменится абсолютно. Но просто чуть-чуть картинка поменяется. Поменяется освещение, поменяются тени. А так, в принципе, та же самая игра. Слушай, это совсем не смешно. Красота. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. A few moments later. Как вы заметили, нас тут немножко отвлекли, так что продолжим. Продолжим смотреть на эти голые тела. Ну я пошел. Ну ты пошел. Ага, пока. Куда пошел? Стоять. Нормально. Куда же без поцелуя? Так, надо вспомнить, что там делать вначале. Хотя тут не сложно. Тут 100% должно быть написано. Чё, куда, зачем и как. Опа, ча, нормально. Слабонервным не смотреть. И детям. Или наоборот, да. Смотреть всем. Контент для всех. Синеглазка. А вот мы и начали. Кар Морхен. Найти ключ от спальни, используя ведьмачье чутье. Зажать правой кнопкой мыши. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Лол. Так, ну я помню где-то здесь. Нам кажется сюда, да? Бежать я не могу. Сейчас это сделать невозможно. Ну вы что? Мне кажется, как-то темновато. Немножко. Или мне кажется. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется. Куда же она пропала? Она внизу ждет тебя. 36 кадров. Нормально. 31, 29. Офигеть. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Что-то как-то слишком тихо, по-моему, нет? Мне кажется, она чуть погромче сделает, да? Возможно. Потому что по ощущениям, мне кажется, слишком тихо играет. Он Идет. обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на Нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не злись на нее. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легко. Подожди, мне кажется, как будто слишком тихо. Так, настройки, звук. Вроде все на динамический диапазон домашнего кинотеатра. Давайте телевизионные колонки, что ли.
Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Все нормально, 28 кадров, зашибись прям, все прекрасно. Игра летает. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Как же ноуту плохо. Прям херово. И, ну, в принципе, к такому FPS можно привыкнуть, как бы. Даже чуть выше, Цири, ты не в цирке. Пируэт. чем кинематограф, но тем не менее, Нет. маловато. Ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебя поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Извинения недостаточно. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком. С комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? А не сейчас. Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Мне кажется, мы пропустим обучение. И так сойдет. Главное погрузиться в сюжет. Но, как я и говорил, изначально там посмотрим. Если понравится. Если тебе нравится, Ты ставь лайк. что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верите хвостом. Не верите хвостом? Почему ты сразу не сказала? Давайте второе. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? А давай сразу спарринг. Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Мне кажется, мы уже бывалые, так что сейчас разберемся. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем?
Цири, Цири и свет простыл. будешь чистить все мечи до последнего. Побежала маме жаловаться. Что за... Весенее! Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Ах, это все был страшный сон. Как резко мы проснулись, ё-моё. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Мне снился Каар Морхен. Все началось в комнате для гостей в Каар-Морхене. Я грелся в воде, а рядом была Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Мгм. Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом мы тренировались с Цири, найдем меня... Не это Меня это беспокоит. Найдем. Кого найдем? Что найдем? Ладно, первое пускай будет. Потом я пошел за Цири, мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. Пора ехать. Что ж, поехали. Сейчас рассветет. Нифиг сидеть, Пора ехать. рассуждать. Как раз расцвело. Постой. Покажи-ка Сейчас, мне письмо от Кажется, Йеннифер. кто-то нападет, по-моему. Может, да? ты упустил что-нибудь? По-моему. Ничего Это я не волки. упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это личное. Это личное. Очень личное. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на Большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую.
гули. Давайте попробуем некоторые настройки поставить на низко. Чтобы, может быть, чуть-чуть повыше FPS был. Давайте, наверное, здесь выключим. Потому что мне немножечко не нравится, что 35 кадров можно и повысить чуть-чуть. Так, число персонажей, нам это не интересно. Тени давайте на среднее, рельеф на среднее, текстуры на среднее. Ну и детализацию на среднее. Гуль. Прям как в Dota 2, блин. Гуляш. Ты где? Сюда иди. Давай! Когда войско проходит, за ним по пятам и Вербена. поели. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, Поехали. который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Тем не менее, все равно показывает Плохо 35 для кадров. наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Каэдуэна больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Процессор, конечно, нагревается неплохо. Ну, для ноутбука это нормально, нормально, сойдет. Главное, чтобы видеокарта как-то более-менее 70 градусов, это еще даже не поднимается выше. Это Идем? прям прекрасно. На помощь! Помогите! Спасите! Я застрял! Я застрял? Я сильно застрял. По-моему, кто-то есть. А, это Грифон. Нормальная такая птичка. Минус лошадь. Жалко лошадку. Улетел? Кажись. Да, вылезай. Ох и причесон. Как будто гнездо на голову накинули. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вам надо думать, вознаграждение полагается. Ладно, ты нам ничего не Ты должен. нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они без платы и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. А, смешно. Как Всё? там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе.
Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. За водочкой. Ну, поехали. За водочкой так за водочкой. Давай. Так, ну вроде на миникарте показано, куда ехать. Погнали. Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака... Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу ну, стоп. поедем дальше. Хотел посмотреть на графику. Хотя мы как бы ей еще насладимся, но... Тем не менее, что-то в ней есть. Что-то в ней есть. Игра старенькая, но что-то в ней есть. Где моя конячка? Лотва, иди сюда. Как Кузнецов сынок пропал. Куда ты убежал? Начали ведьмака пытать. То так курат случился у околицы. А, мы приехали. Отнекивался, то все. Так ему чик-чик. Башку-то и отрубили. Теперь помедленней. Сожрал. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Пивас. Возможно, водка. Куда ж без спиртного? Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Интересно, что же она будет с ней делать? Перекрашивать, что ли? Чё? Ведьмаки? Чё? Ничего. Как будто первый раз увидел. Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки? Еда и питье за мой счет. Сейчас можно проверить, как изменится графика, если я выключу трассировку. Опа. Сейчас сразу 90 кадров. Чего прекрасно. изволите? Вот так уже играбельно. Как бы 34-40 можно играть, когда она опускается до там 28, 27, да? Играбельно, но хочется повыше, конечно. Хочется именно проверить, насколько будет сильно как бы влиять не то что FPS, а на играбельность. Но тем не менее 30 кадров играбельно. Могу сказать, что играбельно. Но хочется повыше. Но графика не сильно, смотрю, не сильно меняется. То есть вот смотрим, да? Тени вроде есть. Освещение вроде есть, но он какой-то темный. То есть он сам Ведьмак такой более-менее в освещении, да, здесь тоже присутствует освещение. Но тени как будто так, где-то есть, где-то нет, и как будто просто вот затенение. Смотрим переключение. Такое ощущение, как будто ничего не поменялось. Может, будем играть пока без трассировки? Там посмотрим.
Так, что у нас тут? Мы ищем одну женщину, давайте первое. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Но с другой Одевается- стороны, блин, ну 80 кадров. 80 кадров это можно играть. Это играбельно, это классно, это хорошо, это прекрасно. Даже картинка будет вот реально намного плавнее смотреться на Ютубе. Но когда 30, оно выше, чем кинематограф. Там 24 кадра. Но фильм ты смотришь, и тебе приятно смотреть, потому что это фильм. Там не важно, что прям в 60 кадров, 90. Там нужно, чтобы оно было вот стандартно 25 кадров, 24, там и все, и классно. Ты смотришь, и тебе нравится. Здесь, соответственно, уже нужно повыше. Черное и конечно. белое ехала из Хотя бы Вердиса. 60. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Чё, спасибо. Ну ладно. Спасибо. Спасибо за все. До свидания. Судари-ведьмаки. А может, вы бы Грифона убили? А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Это Черные точно. уже поля меряют. Так, Да и нам пускай кажется, меряют. сюда, да? Лишь бы Надо хлеб. пора спрашивать у Я них. кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Я точно знаю, Покуда куда у нас идти, я пиво в помню. кружках не скисло. Это не они. Говори быстро. А давайте попробуем. Говори живо. Зато опыт Была получим. тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык к нему, если не заткнешься. Сразу страшно стало. Так, нам, кажется, сюда. Еще раз. В игре Ты чё, кот, охренел? Чего? На кого Рамсес Масть. поднял свои алло? Пики и червы. Я ищу женщину. Как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. 2 шнапса. Это улучшит тебе настроение. Давайте не буду. Я не пью с незнакомцами. Да ладно. Я понимаю, место это занюханное, но рюмочку для аппетита ты бы мог пропустить. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я Кажется, не она говорил, самая, как да. ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда знаешь Йеннифер? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена.
Так где же Йеннифер, Ты алло? видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ну, конечно, о чем же речь? Конечно. Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи, черная и белая, крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Так, что у нас там? Куда дальше? А этот все орет, ты чё? По-моему, коту плохо. Мы на него как-то плохо влияем. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти 100 лет за спиной. Да-да. Пока. Пока, и все, наболтались. Так, нам куда? Нам на выход, походу, да? А куда нам идти? Где выход? Это выход, да? А, что, в смысле закрыто? Алло. Закрыто. Вы что заперли? Вы меня здесь заперли? А как выйти? Этот все орет. Тот, не ори. Ну что, выпил? Больной кот. Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Успокойтесь. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Ничего. Хватай его! А ё-моё. Твоей жопой! Не отпускай его! Кош. А этот спит стоит, нормально. Ну, сколько мне еще ждать? Так, лошадь не бей. Приятно было познакомиться. Так, давайте сядем на лошадь, это шепотва. Что ж, побежали дальше. Нам, кажется, туда. Гестера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерва. Что, прямиком через воду? Лишь бы нам солнышко светило. А, ну тут ребятишки купаются. Ну да, Отдохни. можно посмотреть, по крайней мере, по сторонам хотя бы. Не, ну нормально, да, когда 94 кадра? Ну отлично же. Но, тем не менее, когда ставишь... давайте поставим трассировку лучей и посмотрим, что изменится. Сразу 40 кадров. Лагинг пошел. Не, 40 кадров это еще... Вот в те времена это было абсолютно нормально. Там, если ниже 60 падает, 40-50 кадров, да, отлично. 40 кадров играбельно. Но тем не менее, когда ты ставишь 100 и выше, ну или хотя бы 90, то есть бог выключил и все. Та же самая игра, ничем не отличается. Зато, пожалуйста, 90 кадров. Куда приятней, куда плавней, куда круче. Опять мне косули. Намного лучше.
Как я изначально и сказал, что игра Ты любишь сверчков? абсолютно не меняется. Грызешь или глотаешь? Это уже для графа дрочеров, да, согласен. Там ставишь самый высоко, но тогда нужно купить себе компьютер хотя бы 1500 и погнали. Где у тебя 200 кадров? Температура не выше 50. Это место силы. Все прекрасно. Отсюда изливается магия. Ты кто? 7 уровень, призрак какой-то. Нифига себе. А я его убью вообще? Мне кажется, нет. Мне кажется, мне кранты, да? А ты куда? По-моему, изи вообще. Что у нас такое? Вороний глаз? Даже где он? Что это такое вообще? Зажмите Е, чтобы зачерпнуть силы. Это лечилка. Прикольно. И конячка. Где мой конь вороной? Погнали, нам кажется, туда. По полям, по полям. Кажется, кого-то повесили. Ну, как бы хорошо, да, сокровища под охраной. Хорошо, когда 90 кадров. Приятно. Волчары позорные. Да я вас сейчас всех тут порешаю. Да, в сумниках ничего нет. Лутаться можно? Да, можно обыскать. Это пыль. Даже волка можно обыскать. Прикольно. Пробел взять все. Холст, уголь, малый глиф. Что? Малый глиф Аарда? Масло. Ну тут уже поприятнее. Давайте все возьмем. Ладно, полностью лутаться не будем сейчас. Мне интересно, как достать оружие. Что происходит? Бочка, ты куда? Бочка не видит текстуру. У нее все прекрасно. Эх. Жара, конечно, на улице жесть какая-то. Даже дождь прошел и не свой. Чё? Шли. Что это было? На улице прошел дождь и как-то все равно прохладно. Ой, жарко. Ой, говорю, прохладно. Нос чешется. Ужас. Ненавижу жару. Кто-то отжимается, правильно. Спорт, сила. В чем, брат? В чем сила, брат? В спорте. Так, нам кажется... Туда, да? Погнали. Погнали наверх. Говорят, женщины севера моются раз в 3 дня. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Я тот, кто тебе поможет. Капитан Петер Саар Гвинлеве сейчас в башне, за воротами направо. Значит, вы можете и по-хорошему. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. В башне. Как-то немногословно, ну ладно. Кажется, они меня боятся. Нам придется реквизировать.
Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам? Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Я должен найти одну траву. Мне нужно больше сведений. А давайте первое. Нужно найти Для траву. приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет. Сперва были поговорки. Например, «Не играй с огнем». Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Мне нужно больше Мне сведений о нужно больше Грифоне. сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово. Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. По-моему, полезный и странный как-то не звучит. Тамира и Мыслов. Спасибо. Хорошо, хоть полезный. Удачная охота. Круто. Погнали. Император поведет нас прямо на Новиград. Ложь, нищета и вонь. Варвары. И что там написано? А, нормально, ты понял, а я нет. Быстрый переход? Тут, я понял, тут существует быстрый переход. Прикольно. Так, кажется, ты моя. Погнали. Ну, пошла. Это кто там стоит, алло? И побежал. Куда побежал? Голозадый. Голозадый же полись. Мне интересно, почему он голубой. Это стрёмно, конечно, с одной стороны, но... Это ведьмак. Это нормально. Отдохни.
Помогите путнику, ладно. Не хочу побочки выполнять. Хочу сюжеткой насладиться. Побочка это долго. По-моему, как-то можно скакать двойное нажатие. А можно быстрее скакать. Мы, кажется, прибежали. Чертяка змееглазый. Теперь помедленней. Ты чё, мать? Ты чё, мать, на кулаках давай. С ума сошла? Оп, ёб твою мать. Ух, Я не мешаю. нормально. Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Я ищу крушину. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды, То будет вонять хуже падали. Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого ж здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... Хер его знает, как-то там еще. Хер его знает. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Капитан и правда заботится. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Следующий разок и поговорим. А пока погнали дальше. Где лошадь? Лошадь, ты тут... Блин, конечно, круто, ну ладно, погнали. Тут может быть и вкусняшка, но там может даже дальше вкуснее будет. Деревня Белый Сад. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога? Придержи. И опять дом. Даже нам точно в дом. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Найти охотника, используя ведьмачье чутье. Какие-то травки собираем. Вдруг пригодятся. Но нам точно не сюда. У нас область показана. Судя по всему, нам... Ага, вот следы. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Прям ровненько шел почти. Ты, Нашелся. Мыслов? Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Где ты нашел тела нильфгаарцев? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ.
Это о вас в деревне говорят? Он сам. Я вам покажу дорогу, конечно, но Что там было? собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Да сейчас перебьем. Поможете? Говно вопрос. Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Суля, кажется, бежит в текстуру нормально. Поздно. Они уже на кого-то напали. Да ладно. Сейчас мы их порешаем. Если что, сложность игры у меня только сюжет, так что мы окунаемся в сюжет. Нам главное, чтобы было легко, но интересно. Блин, стою туплю, надо Е нажать, я стою туплю. Дитер, Знаешь его? мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. Это было давненько. Скажи, где ты нашел нельгарцев? А давайте первое. Мне жаль. Надеюсь, он тебе не друг. Нет. Вовсе нет. Ты что, покажешь, где нашел нильфгаарцев? Показывай. Ты знаешь Куда? что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Ну, это второй зверь уровень. не для меня. Зато ты для него в самый раз. Как мне прокачать Ну, очки умений? поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже Так, а это у нас рюкзак. Понятно. он не приметит. Логично, карта, да? Давайте посмотрим на размер карты. Так, ну вроде не сильно большая карта, да? Но на пробел у нас карта мира. Вот карта мира уже повнушительней, конечно. Прикольно. Так, а как нам открыть? Очки умений. Ремесло, алхимия, рюкзак, карта мира, задание, умение. Как открыть умение? Какая буква? Ладно, потом поищем. Базовое умение, быстрая атака. Мощная атака. А как изучить? А, это у нас куплено, да? А это у нас дополнительные, которые можно прокачивать. Память тела, силовая тренировка, отражение стрел, молниеносные рефлексы и решительность. Давайте купим молниеносные рефлексы. Пока так. Это здесь. Один лежал там, у пенька.
без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... До самой земли. Берегите себя. Я справлюсь. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Не болейте. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали, но грифон их прервал. Лагерь? Земля черная от запекшейся крови. А и все? А где еще? Или нам дальше? А, вижу. Эти следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. Быстрый переход. То есть я могу перемещаться, получается, по вот этим распутьям. Распутье. Короче, по этим быстрым переходам, где обозначено на карте, могу перемещаться. Так, а как они обозначены? Указатели. По указателям могу перемещаться. Я понял. Нам сюда. Не, ну, конечно, интересно придумано, да? То есть я когда включаю ведьмачье чутье, не могу прыгнуть. Мне нужно отключить, только тогда могу прыгнуть. Странно, но ладно. Кажется, я... не отжал ведьмачье чутье. Ладно, разберемся. До грифона, точнее, то, что от него осталось. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Смотреть раны. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Определите возраст. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Определить вид. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Королевский. Да вы чё? Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Ясненько. Так, нам куда? Это что такое? Лепестки белого мирта. И куда? Опа. Вот и клад. Все? Или еще что-то? Кажется, все. Не, ну, деньги всегда хорошо, это прекрасно. О, Веленский длинный меч. Составной болт. Во величество Эмгир Вар Эмрейс. Буква В прочитать. Угу. Ясненько. Читать не люблю, читать не хочу. Можете оставить на паузу и прочитать. Если кому интересно. Мне интересно, как открыть. Так, это у нас вообще не то. Как открыть умение? Буква П? Нет. Таб? Нет. З? Нет. Ctrl? Вряд ли. Y?
Тоже нет. Ну, разве что только так. А, нам нужен рюкзак. Точно, я забыл. Так, что у нас здесь вообще? Ведьмачий стальной меч. Ведьмачий серебряный меч. 81,99. Здесь 27,33. Так, а что у нас здесь? Плюс 25 пробития доспеха. И все, да? А здесь плюс 25 пробития. Короче, плюс 6. Shift зажать, сравнить. Быстрая сортировка. Пробел убрать. Сбросить R. Статистика. Как применить. Я понял. Интересно, прикольно. Там кто-то шастает. Волки, что ли? Ладно, нам все равно не туда. Погнали. Погнали на миссию. Погнали раздобыть крушину на дне реки, используя ведьмачье чутье. Да, блин. О, у нас тут, кстати, сундук валяется. Давай с тебя обыщем, не лишнее. Мало ли, может, в таких сундуках что-то валяется. Фига себе, он прыгает. Ты хорош. Так, нам куда? Я пока не понимаю, куда нам. Ну, по-моему, я что-то отдалился от задания, да? Что-то мне подсказывает. На дне реки, может, здесь? Или все-таки нам дальше, походу. Давайте на М нажмем, посмотрим. Я понял. Давайте можно переместиться даже либо сюда, либо сюда. Чтобы не бегать по 1,5 часа. Подожди, ты не можешь прыгнуть? Серьезно? О, хорош. По-моему, там кто-то прошел, на миникарте было красное, да? Нет? Показалось? Ладно. Оказалось, показалось. Куда быстрее, давайте сюда. Ведьмаки, как чародеи, бесплодны. Превосходно. Так, нам сюда. Ведьмаки поганые. Не воняй там. Что, поплыли? Так, нырнуть у нас буква КЦ. Вынырнуть, зажать пробел. Ищем крушину. Так, кажется, нашел. А, все? Ну ладно. Я думал побольше надо искать. Ух, фига себе там Я ребята сделал все, вылазили. что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Так, а сколько нам метров? 170 метров, да? Нет, тут не метров, тут шаги. 170 шагов, но это немного. Так, куда нам? Давайте переместимся. Мне кажется, так будет побыстрее. Это у нас что? Плод Балисы. Берберки. Я, конечно, не знаю, но вдруг пригодится. Возможно. А ты кто? Листья собачьей петрушки. Прекрасно. Превосходно. Замечательно.
Ой, кажется, потемнело. Страшно стало вдруг. Добрый человек. А вон то Аккуратно. поле, по другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Да? Что такое? Я принял заказ от Грифона. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Я собрал сведения о Грифоне. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. У меня уже есть крушина. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Будь здоров. Ладно, пора ставить ловушку. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Ну пойдем, Я уже посмотрим. присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Фига себе, он резкий. Так, что у нас там? Что у нас там по миникарте? Нам куда? А, нам недалеко. Погнали. 126 шагов. Варвары. Фига себе, дед побежал. Спортивный дедок какой-то попался. Чё у них гремит, не пойму. Какая-то погремушка. Листья собачьей петрушки. Это мы уже видели. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Да, готов. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгаард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. A few moments later. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет, ничего себе. Арбалет? Мощно. Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Вот ты прям картоман. Карты? Вот тебе и раз. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров.
Надо Грифоном заниматься. Здоровый гад, здоровый. Берегись! Повешу твою башку у седла. Лера, быстрый! Не упускай его! Ведьмачье чутье. Нам оно здесь, мне кажется, не нужно точно. Куда полетел? Стоять. Стоять бояться. Быстро, однако. Ну, по-моему, ему херово как-то заметно. Ща, погоди, сейчас. Ща, погоди. Ща, погоди, добегу. Еще чуть-чуть постой. Ща я, подожди. Да хорош орать. Что у нас такое? Сейчас я залутаюсь еще немножечко. Да не ори ты. Ты куда? Покончим с этим. Сейчас ударит! Как с арбалета стрелять? Драться расхотелось. Задание выполнено. Плюс респект. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Век живи, век учись. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Говорит, жизнь ведьмака коротка. И ничего, что мы живем больше 100 лет. Нормально. Хорош. Так, что надо сделать? Взять трофей с тела Грифона. Яйцо, дымная пыль, коготь, перья, мутаген и трофей. Трофей это что? Мозги? Глаза? Клюв? Что это? Или прям вся башка? Кровь, расчлененка, вот это все на второй план, да? 18+. Здесь не покажут. Но! Как говорится, ссылка на мой телеграм в описании, да, под роликом. Там найдешь все. Магия — это место силы. Мне интересно, сколько он нам заплатит. Убить Грифона не так-то просто. Должен заплатить, может быть, 500. Хотя... Мне кажется, даже меньше сотки заплатит. Посмотрим сейчас. Прочь с дороги! Он, наверное, слишком замахнулся, да, 500. Какие 500? Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов!
Чего? Я убил Грифона. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Замечательно. Стой! Что, он ничего не заплатит? Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. А ну сколько? Очки опыта 300. А где золото? А, 250. Ну, неплохо. Бестия из Белого Сада. Вместе с Весемиром приготовиться покинуть и Белый Сад. Так, наверное, на этой прекрасной ноте мы закончим. Мне пора идти. Игра превосходная. Кому нравится, ставьте лайки. А мы продолжим в следующей серии. Так что не забывай поставить лайк, подписаться на канал. А я пошел. Всем удачи, всем